Здравствуйте, друзья, и все, кто посетил мой канал. Сегодня поговорим снова о том, где, в каком городе лучше жить в Болгарии. Я уже говорила, что Болгария – это не только море, и что здесь есть много прекрасных мест вдали от моря. Но сегодня мы поговорим о приморском городе, потому что сейчас, в теплое время года, большинство людей хочет приехать и жить именно у моря. Что, конечно, понятно. Тем более, если вы собираетесь просто отдохнуть в Болгарии какое-то время. Если же вы хотите переехать жить в Болгарию и сразу купить себе здесь жилье, то к этому надо подходить серьезно. На что нужно обратить внимание в первую очередь при выборе места. Но опять же, это зависит от того, собираетесь вы тут жить постоянно или только приезжать отдохнуть в летние месяцы. Если вы молодые люди и Болгарию рассматриваете только как место отдыха, то вам вполне подойдут такие места, как Солнечный берег, Золотые пески и другие туристические места. Там обычно можно купить недвижимость дешевле, чем в Бургасе или Варне. Но при этом нужно знать важные нюансы, чтобы в итоге потом не пожалеть. Во-первых, с октября по май жизнь в туристических местах замирает практически полностью. Там все закрыто и людей нет. Зато летом людей очень много и очень шумно. К тому же в туристических городах почти все апартаменты с круглогодичной таксой поддержки. Она бывает разная, иногда очень высокая. Например, если апартамент находится в закрытом комплексе с бассейнами, сумма может достигать больше 1000 евро в год. И платить придется независимо от того, бываете вы там или нет. Я, честно говоря, вообще не понимаю, зачем покупать такую вот недвижимость и платить за нее потом такие бешеные деньги постоянно. Ведь на эти деньги можно просто что-то арендовать на месяц и не быть привязанным к конкретному месту. Но это мое мнение. Поэтому, если вы собираетесь купить недвижимость, в первую очередь узнавайте, какая такса поддержки. Должна сказать, что такса поддержки есть не во всех домах. А то мне как-то писали в комментариях, что в Болгарии покупать недвижимость совсем невыгодно, потому что приходится платить много денег каждый год за свою недвижимость. Нет, это не так. Если это просто жилой дом в городе, а не в каком-то комплексе, то платить приходится только за обслуживание лифта, если он и есть, и за уборку подъезда. И сумма в этом случае бывает примерно 100-150 лев в год, то есть 50-80 евро в год. Есть дома, где вообще ничего не платят, где нет лифта и убирают подъезд сами жильцы. Но такие обычные жилые дома не в туристических местах, а в городах. И в первую очередь это, конечно, два больших приморских города Болгарии – Бургас и Варна. Но есть еще один небольшой город на море, который я вам хочу посоветовать. Это город Поморье. Город Поморье находится в 15 километрах от города Бургас. Это тоже туристический город, но в то же время это город, где люди живут постоянно. Жизнь в этом городе не замирает зимой, как в других небольших приморских городах. Там все работает круглый год. Там много супермаркетов и небольших магазинов. Там есть детские сады и школы. В городе можно найти работу. И не только в летний сезон, но и круглый год. В общем, это обычный город. И несмотря на то, что туристов летом там много, все же он не такой шумный, как Солнечный берег, например. Еще что мне очень там нравится,
то, что пляж в Поморье есть с двух сторон. Основная часть города находится на полуострове, поэтому пляж там с двух сторон. И в то время, когда бывает сильный ветер, это, конечно, не часто бывает в Болгарии, но все же бывает. Например, в прошлом году в Бургасе в июле целую неделю нельзя было купаться в море из-за больших волн. Было запрещено. А в Поморье, если ветер дует с одной стороны, и там волны, то на другом берегу волн почти не будет, и там можно спокойно купаться. Это, конечно, большой плюс. Но, правда, с одной стороны пляж в городе обычный, песочный, а с другой стороны это не совсем пляж, это набережная. Но там сделаны металлические лестницы в море, и многие купаются там постоянно. Я тоже предпочитаю купаться именно там. Город Поморье состоит из старого и нового города. Ценится больше старый город. Он называется старым, хотя старых домов там практически не осталось. Просто он начинался когда-то именно отсюда. Центр города находится именно в старом городе. В центре старого города находится администрация, рынок, водоканал, поликлиника, грязелечебница, прекрасная набережная. И, наверное, самое главное, чем известен этот приморский город, это лечебные грязи и соленые ванны, вернее, водоемы. И то, и другое здесь в открытом доступе. С помощью этой лечебной грязи и соленой воды люди здесь лечат самые разные заболевания. В Бургасе тоже есть такое место с лечебными грязями, но там уже давно стало платно. В Поморье есть и грязелечебница, и спа-отели, где можно полечиться этими грязями. Но это уже, конечно, не очень дешево. Мне этот город понравился еще много лет назад, когда я впервые сюда попала. Он подойдет для комфортной жизни и пенсионерам, и молодым людям с детьми. А цены на квартиры здесь немного ниже, чем в Бургасе и в Варне. Но, конечно, немного выше, чем на Солнечном берегу. Сейчас цена за квадратный метр примерно от 1000 до 1300 евро. Самые низкие цены в пустующих туристических комплексах с таксой поддержки. Такие здесь тоже есть. В основном они находятся в начале нового города. Для летнего отдыха такие апартаменты подойдут. А вот жить в них зимой будет некомфортно и очень холодно, потому что вне сезона они стоят пустые, и все стены, пол, потолок будут ледяные. Поэтому ищите апартаменты не в туристических комплексах, а в обыкновенных домах. В них не будет таксы поддержки. В таких домах люди живут постоянно, поэтому там не будет холодно. Особенно если квартира не на последнем этаже, и вы нормально, комфортно сумеете жить там круглый год. И еще хочу напомнить, что покупать квартиры в недостроенных домах я бы не советовала. Напоминание об этом есть на въезде в город Поморье, на первом кругу. Там стоит недостроенный дом. Ему уже больше 10 лет. За эти годы там стало меньше окон, вероятно, их воруют. Думаю, что этот дом никогда не достроят. Вероятно, его начинали когда-то строить без разрешения на строительство. В то же время, когда строительство еще продолжалось, в нем активно продавались квартиры. И я думаю, что многие проданы, потому что цены были существенно ниже. Потом стройка остановилась, и вот уже примерно лет 7 этот дом только разрушается.
Естественно, тем, кто купил в нем апартаменты, деньги никто не вернет. Поэтому будьте бдительны при покупке. Если что-то продается очень дешево, намного дешевле рыночной цены, значит, там есть какие-то подводные камни. Но иногда можно нарваться на такое и за большие деньги. При этом я не агитирую вас обращаться обязательно к риэлторам. Ведь многим из них все равно, что продавать. Главное продать и получить свой процент. А какой-либо ответственности за то, что с вашей недвижимостью потом что-то пошло не так, они не несут и ни за что не отвечают. Поэтому, если вы все же решили купить недвижимость на этапе строительства, будьте готовы к таким рискам. Дом, который полностью построен и введен в эксплуатацию, имеет акт 16. Если такого акта еще нет, то есть вероятность, что он его не получит никогда по тем или иным причинам. Поэтому будьте внимательны. А я на сегодня прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Всем пока.